Господин председатель, в этом году мы отмечаем 75-летие окончания самой масштабной и кровопролитной войны в истории человечества. В связи с этим мы не только осмысливаем ее итоги, которые легли в основу современной системы международных отношений, но и вспоминаем о человеческих жертвах этой трагедии, чтобы не допустить ее повторения. В августе 1945 года Соединенные Штаты Америки нанесли атомный удар по японскому городу Хиросиме, а через 3 дня бомбардировки подвергся Нагасаки. Мучительной смертью погибли тысячи мирных жителей. Последствия воздействия атомной радиации отразились на нескольких поколениях. Масштабы этого до сих пор трудно представить. Сейчас очевидно, что в ведущих мировых столицах не могли не осознавать, что Вторая мировая война объективно подходила к концу. Наступление советских войск на Дальнем Востоке в рамках союзнических договоренностей не только освободило Китай и Корею, но и лишило Японию мотивации продолжать военные действия. В таких обстоятельствах американские атомные бомбардировки, по сути, представляли собой демонстрацию силы и боевое испытание ядерного оружия на мирных жителях. США – первая и единственная страна, применившая этот тип оружия массового уничтожения, причем против гражданского населения. Тем самым было положено начало гонке ядерных вооружений. Потребовалось без малого 25 лет, чтобы найти ответ на этот вызов в виде договора о нераспространении ядерного оружия, 50-летие которого мы отмечаем в этом году. Россия, как государство, обладающее ядерным оружием, сознает свою ответственность за международную безопасность, глобальную и региональную стабильность. Мы понимаем, к каким последствиям может привести использование ядерных вооружений. Наша страна проводит курс на сохранение мира, на отказ от конфронтации в международных делах. Сегодня с большой озабоченностью мы отмечаем деградацию международной системы контроля над вооружениями, уничтожение договоров, пренебрежение принципами ненанесения ущерба безопасности государств, существенный рост ядерных рисков. Происходят тревожные сдвиги в доктринальных военно-политических установках в сторону допустимости практического применения ядерного оружия как средства войны. Коренной причиной этого мы видим попытки одного государства доминировать глобально и навязывать мировому сообществу свои правила в ущерб интересам других государств и международному праву. Все многосторонние договоренности и механизмы, которые мешают такому доминированию, объявляются устаревшими и неэффективными. Отправной точкой здесь можно считать выход Вашингтона в 2002 году из важнейшего для стратегической стабильности договора об ограничении систем противоракетной обороны. В прошлом году Соединенные Штаты под надуманным предлогом разорвали договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Практически сразу после этого начались летные испытания ранее запрещенных американских систем. Наше же предложение о введении моратория на размещение РСМД наземного базирования, в том числе с выработкой механизма его верификации, США и их союзниками попросту игнорируются. Подобные действия лишь подтверждают, что истинные причины разрушения ДРСМД никак не связаны с позицией и действиями России. Беспокойство вызывает отсутствие определенности в отношении судьбы договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Продление договора стало бы разумным шагом, который позволил бы не допустить дальнейшую деградацию ситуации в сфере стратегической стабильности, избежать полного обрушения контрольно-ограничительных механизмов в ракетно-ядерной сфере, дать дополнительное время для обсуждения подходов к методам контроля над новыми вооружениями и военными технологиями. Мы с самого начала заявляли о готовности продлить этот договор на 5-летний период без каких-либо дополнительных условий. К сожалению, американская сторона каждый раз обставляла его продление невыполнимыми требованиями, а сейчас повышает ставки, пытаясь представить дело так, как будто этот договор нужен только России. Чего стоят одни заявления, что после выборов цена за вход для нас повысится. Если режим ДСНВ разрушится по вине США, то это будет крупная ошибка прежде всего для них самих, а мир при этом станет намного менее безопасным. На фоне официального отказа США от ратификации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний,
а также в условиях сохраняющегося размещения американского ядерного оружия на территории некоторых союзников Соединенных Штатов по НАТО, Вашингтон в своих новых доктринальных установках значительно понижает порог применения ядерного оружия. При этом страны НАТО продолжают практику так называемых совместных ядерных миссий, которые включают элементы ядерного планирования и отработку навыков использования ядерного оружия с привлечением представителей неядерных государств. Это прямое нарушение со стороны ядерных государств Альянса статьи 1 ДНИАО, а со стороны неядерных государств статьи 2 договора. Мы с пониманием относимся к озабоченностям ряда неядерных государств, наращивающих требования по ускорению процесса ядерного разоружения. Рассматривали и продолжаем рассматривать данную тему в качестве одного из приоритетов нашей внешней политики. Вместе с тем очевидно, что здесь необходимо учитывать все факторы международной безопасности и стратегической стабильности. Предпринятые Соединенными Штатами и НАТО в последние десятилетия силовые акции, а также угрозы Вашингтона в адрес ряда государств, включая Россию, лишь отдаляют цель создания мира, свободного от ядерного оружия. В связи с этим полагаем ошибкой разработку и подписание рядом государств договора о запрещении ядерного оружия. Мы с уважением относимся к взглядам тех, кто выдвинул эту инициативу. Однако очевидно, что этот договор, разработанный без участия и без учета мнения стран, обладающих ядерными вооружениями, не способен внести конструктивный вклад в процесс сокращения ядерного оружия. Подготовка текста договора велась поспешно, на неконсенсусной основе и без учета фундаментальных принципов ДНИАО. Он базируется на ошибочном посыле, что ядерное разоружение может проводиться в отрыве от существующих стратегических реалий, создает напряженность между ядерными и неядерными странами и даже может привести к подрыву действующего режима нераспространения ядерного оружия. Мы убеждены, что для дальнейшего продвижения по пути ядерного разоружения нужно снять ключевые факторы, влияющие на стратегическую стабильность и международную безопасность. Они включают в себя, в частности, ничем не ограниченное развертывание системы глобальной противоракетной обороны Соединенных Штатов, разработку высокоточных стратегических наступательных вооружений в неядерном оснащении, перспективу вывода ударных вооружений в космос, расшатывание системы международных договоров и соглашений в сфере обеспечения безопасности, стабильности и контроля над вооружениями, попытки ослабить оборонный потенциал других стран нелегитимными методами одностороннего санкционного давления в обход Совета Безопасности. Без решения указанных проблем вряд ли возможно добиться состояния международной безопасности, благоприятного для дальнейших шагов по пути ядерного разоружения. Благодарю вас.